Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Пророчество Ванги о России и Украине». Простая болгарская крестьянка, которую в родном селе знали под именем Слепой Вангелии, а в остальном мире как провидицу Вангу, считается, наверное, самой сильной из людей, обладавших паранормальными способностями. Многие, конечно, не верят в невероятный дар этой женщины, однако в феврале 2022 года поклонников Ванги стало в разы больше, ведь сбылось ее предсказание о дне 6 двоек. Пророчица еще в середине 20 века поведала людям о том, что их ожидает через десятки, а то и сотни лет. По ее словам, 2022 год станет самым сложным в 21 веке, так как на границах России начнутся тектонические изменения, которые перекроят территории двух государств. Вангой была названа и дата их начала – 22.02.2022. Она ошиблась всего на 2 дня. Опять двойка. В этот день большой брат придет на чужую землю и заберет то, что он считает принадлежит ему по праву. Недруги, пришедшие из Запада, тоже возьмут то, что принадлежало им столетиями, и начнется война небывалая. Все сбылось. 24 февраля президентом России объявлена специальная военная операция, которая призвана освободить территории Луганской и Донецкой народных республик от киевского режима. Эта военная операция переросла в войну, в которую сейчас втянуты страны Евросоюза, США и некоторые другие государства. А в сентябре 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. Это подтвердило то, что уже идет не просто военная операция, а настоящая война. К концу 2022 года действительно случилось множество изменений не только в России, но и в других странах. Мир раскололся. Одни поддерживают Украину, другие встали на сторону России. Политическая ситуация настолько накалилась, что стали рушиться старые союзы и появились новые. Обо всем этом предупреждала Ванга, которая видела будущее. Незадолго до своей смерти Вангелия Гуштерова стала часто упоминать про дни 6 двоек, называя это время судьбоносным для всего мира. Об этом в своих воспоминаниях поведал главный поверенный ясновидящий Сергей Косторной. Исследователи пророчеств Ванги считают, что в связи с днем 6 двоек она упоминала и о лидерах двух соседних государств, говоря, что будут 2 царя – седовласый и молодой, зеленый. Сцепятся не на шутку, и на помощь им придет весь мир, только каждый будет помогать по-своему. Еще пару лет назад подобные слова казались бессмысленными, но после 24 февраля 2022 года все обрело истинный смысл, то есть слова провидицы сбылись. О том, как закончится война между Украиной и Россией, Ванга говорила так: «После этого побоища воцарится славянский мир». Именно так писал Сергей Косторной в своих воспоминаниях о визитах к болгарской провидице. Этот человек был известен в России и раньше, чем он обнародовал свои записи. Еще во времена правления Бориса Ельцина Косторной звонил ему с целью организовать общение с Вангой. В интервью «Комсомольской правде» поверенный Ванге рассказывал, что последняя его встреча с ясновидящей состоялась в апреле 1995 года. Мы говорили в том числе о войне и мире в глобальном масштабе. И я задавал такой прямой вопрос: будет ли большая война в ближайшие какие-то 100 лет? Она ответила, что нет, никакой большой войны в ближайшие годы не будет. Тогда я решил спросить про локальные конфликты. На это она ответила так: да, отдельные столкновения будут. Как раз тогда она имела в виду Россию и ее ближайшего соседа. Сергей говорил, что про военные столкновения с Украиной Ванга сказала как бы между прочим, когда Косторной рассказывал ей о том, где родился и жил в юности. Он родом с Курска, а этот город находился недалеко от границы с Украиной. Ванга заявила, что, мол, сложно у вас с ней будет. На что Косторной сказал: да вроде все у нас нормально с ней, а что такое? В 1995 году ни о каких конфликтах с Украиной и помыслов не было, однако Ванга произнесла, что вскоре там будет постоянно меняться власть, и в итоге придет молодой, красивый правитель, говорливый такой. Всем он понравится, все ему будут хлопать, а он доведет Украину и ее народ до ручки. Ванга предвещала проблемы для Украины, сказав, что все государство как таковое войдет в состав России. Точных дат провидица никогда не называла, однако если принимать во внимание славянский календарь, то к 2027 году должно сформироваться новое государство, в которое полностью войдет территория нынешней Украины. Более того, Ванга говорила, что будет упрочен Славянский союз, в который войдут Россия, Белоруссия, Украина и Сербия с Болгарией. Сергей Косторной вспоминал, что он при этом еще и посмеялся, мол, даже Болгария будет в Славянском союзе.
Но Ванга серьезно заявила, что все по своим местам встанет со временем, и матушка Россия, которая находится под покровительством Богородицы, сохранит себя и станет еще пуще процветать. Косторной считает, что этот союз будет не просто содружеством государств, а именно объединением на законодательном уровне, оформленном как когда-то Советский Союз. Да и он формировался не сразу, не за один год. Все тянется много лет, унифицируют разные экономические и политические службы, валютную зону и прочее. По словам поверенного Ванги, государство украинское обязательно будет в составе Славянского Союза. Каким образом оно будет сформировано, что с ним произойдет, конечно, это мы не обсуждали. В своем интервью Сергей Косторной поделился тем, как именно Ванга получала информацию. Она входила в транс, выглядела жутковато, ее трясло, а лицо наливалось кровью, вырывались какие-то бессвязные слова. При этом переводчик еле-еле успевал переводить, а если что упускал, то договаривал уже потом, после сеанса. Ванга просто ретранслировала информацию, и потом, когда ее переспрашивали, она отвечала, что уже не помнит, о чем говорила. Там же очень хитрая штука, она прекрасно понимала, что слова или предсказания, сделанные заранее, могут быть не только полезные, но и крайне вредные, вспоминал Косторной. Человек вмешается в ход истории, а это может привести к катастрофическим последствиям. Ванга была очень осторожной. После развала СССР прошло уже больше 30 лет. И за то, что народы бывшего Союза натворили за эти годы, теперь они пожинают плоды. Вообще, Вангелия Гуштерова была очень верующей женщиной, и она часто цитировала слова из Библии. Например, «Расцветет земля, как маков цвет, возненавидят люди друг друга. Отец пойдет на сына войной, сын пойдет на отца, брат на брата». На самом деле это никакие не предсказания, а духовное завещание Ванги, чтобы люди жили в мире, творили добро, иначе баланс нарушится и начнется либо война, либо эпидемия, либо природные катастрофы. То есть Ванга рассуждала как историк, ученый, ведь почти всегда в истории было так. Сначала идут землетрясения, эпидемии, а вслед за ними войны. В годы, когда в датах есть 6 двоек, меняется энергетика, она становится ниже, и такое случается лишь раз в 200 лет. Именно снижение энергетики провоцирует человечество на необдуманные поступки. Ванга ориентировалась на славянский календарь, а 2022 год как раз завершает 12-летний цикл. В это время подводятся итоги цикла, и время начинает ускоряться. Поэтому многие события, которые должны были произойти в этот цикл, но не успели, начинают наваливаться друг на друга. На мир обрушивается все сразу – войны, эпидемии, катаклизмы природы. Все это можно предугадать, говорит Сергей Косторной, если знать о славянском календаре и его особенностях, а также уметь анализировать события. Например, летом 2019 года во время одного из эфиров я сказал, что в конце 2019 в начале 2020 года с востока придет болезнь, которая поразит весь мир. Тогда эксперты в студии, знаменитый вирусолог, например, заявляли, что это настоящий бред. И вот в декабре 2019 года Китай объявил о появлении неизвестной болезни, которая распространялась с молниеносной скоростью. Потом ее назовут коронавирусом. Пророчества Ванги, а это именно она говорила про болезнь, а Косторной просто рассказал об этом в эфире, сбываются в 80% случаев. А то, что не сбылось, это потому, что люди поверили и вовремя предотвратили грядущую катастрофу. Ванга не говорила, сколько продлится противостояние между Россией и Украиной. Абсолютно точных данных об этом у Сергея Косторного нет. Но, по его словам, когда провидицу спрашивали, чем те или иные тяжелые времена закончатся для России, она всегда заявляла: «Россия – заступница и защитница, и все для этой страны будет хорошо». Известно, что Ванга когда-то сказала о том, что мать городов русских погрузится во тьму, и люди, живущие там, будут бояться зажигать свет, иначе их ждут неприятности. Да, такое уже было в 1941 году, когда гитлеровцы бомбили Киев. Но никто и поверить не мог еще пару лет назад, что нечто подобное произойдет в наше время. Эти пророческие слова Вангелии Гуштеровой казались очень странными. Но вот уже много месяцев украинские города погружаются во тьму с приближением ночи, а в матери городов русских, Киеве, электроснабжение почти полностью разрушено, его не успевают восстанавливать. Когда это закончится, Ванга не сказала, но в ее словах есть указание на то, что противостояние подойдет к концу в жару и завершится победой Москвы. Правда, эта победа будет со вкусом горечи, впрочем, как и на любой другой войне. Поверенный Ванги считает, что боевая часть спецоперации продлится недолго, может быть 1,5-2 года, но очень долго будет длиться процесс приведения Украины в порядок, восстановления инфраструктуры, зачистки от нацистов. Самым главным в этом процессе станет восстановление умов украинцев, которые за долгие годы пропаганды совершенно помутились. Тут придется постараться, чтобы этих людей вернуть из врагов в друзья, как и должно быть изначально. Последнее время – период, когда нет стабильности ни в чем. Даже в, казалось бы, благополучной Европе люди сейчас совершенно не уверены в завтрашнем дне. Что
Что и говорить про состояние общества в России и на Украине. Самый главный совет на сегодняшний день – экономно распоряжаться своими финансами, не вкладывать их в проекты, которые вызывают даже малейшее сомнение. Отношения между странами останутся напряженными, однако к осени множество главных вопросов будет решено, потому социально-политическая ситуация должна стабилизироваться, насколько это возможно. Орбита Земли потихоньку смещается со своей оси, потому в мире не прекратятся большие землетрясения, будут и наводнения, и пожары, продолжает нагреваться океан, ледники тают, в океанских недрах случаются сейсмические сдвиги, которые приводят к штормам и цунами. Ледники к концу 20-х годов начнут таять еще активнее, поэтому уровень мирового океана повысится. В результате затопят прибрежные территории многих стран. Все это нужно ожидать и к этому готовиться, чтобы избежать непоправимых последствий. Еще провидица из Болгарии предупреждала, что в конце 20-х годов 21 века произойдет вспышка на Солнце, и она окажется гораздо сильнее предыдущих. Эта вспышка закроет саму звезду, падет черной тенью на Солнце. В результате этого на Земле случится аномальная жара, из-за чего последует масштабная засуха, гибель урожая и борьба людей за питьевую воду. Поэтому руководство стран должны уже сейчас думать о том, как обеспечивать своих жителей водой, так как даже капля будет на вес золота. Еще во времена Ванги человечество с каждым годом становилось все более жестоким, озлобленным. В наше время эта озлобленность достигла предела, ведь теперь почти во всех странах мира люди стали четко делиться на бедных и богатых, и пропасть между ними оказалась огромной. Никакие экономические реформы уже не остановят такое разделение. При этом Ванга говорила, что у богачей будут целые состояния, но без гроша в кармане. Скорее всего, тут речь идет о криптовалюте. Ясновидящая утверждала, что в начале 21 века человечество избавится от онкологии, рак будет закован в железные цепи. Вероятно, изобретут и лекарство, в котором главным составляющим будет железо. Ванга – одна из великих пророчиц прошлого века. Многое из ее предсказаний сбылось. А вы верите в предсказания? И выполнили бы то, что велят провидцы, чтобы избежать неприятных последствий? Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.